И снова здравствуйте! Пройма, рукав, их построение, соединение считаются одним из самых сложных конструктивных узлов. Так ли это? Можно ли сделать данный процесс понятнее и проще? Уверена, что да. Пройма – это отверстие, которое представляет собой контур примыкания тканей по спинке, по переду, по плечу, смыкание в плече переда и спинки, также ниже боковую часть. Наверное, сложностью является здесь то, что, облегая руку, к пройме должен присоединиться создающий форму рукав. К плоскому отверстию присоединяется объемное изделие. Вот то, как сделать это как минимум правильно, удобно, а желательно еще и красиво, и будет последующая информация. Уловка номер 1. Как вы замеряете длину проймы? Попробуйте к своему обхвату плеча прибавить 12-13 см. Получилась ваша минимальная длина проймы по замеру? У меня она около 40 см, а обхват плеча 28. Итого 12 см разница. Номер 2. Кривая переда низа проймы ярче, шире. Для перегибистой фигуры спереди чуть выше расстояние по диагонали, а сзади чуть ниже, чем для стандартной. Для стандартной по спинке расстояние от нижнего угла проймы выше, чем спереди. Для сутулой просто побольше число по спинке, а спереди пониже, чем для стандартной. Номер 3. В изделиях без рукавов ширина проймы может быть меньше, чем в той же базовой основе, но с рукавами. Теоретически линия проймы – это линия груди. Она в реальности отличается от линии груди. Линии, замеряемые по ярким выступающим точкам груди. Линия проймы нужна для откладывания отрезков сетки чертежа. Разница в высоте с линией груди обычно до 3 см. Но в больших размерах до 6-7 см достигает разница высоты положения линий. Замер высоты участков тела до линии проймы обычно это 3 варианта. От 7-го шейного позвонка вниз по позвоночнику. От точки основания шеи вниз по спине по прямой линии. И по боку, по боковому шву. От линии талии вверх. Мое мнение об этих способах. От 7-го шейного позвонка не так просто сделать замер, ведь даже сам 7-й шейный позвонок не все так сразу легко могут найти. В то же время при замере длины талии по переду, по спинке, проводимый одним замером через точку основания шеи, длины фиксируются вместе и каждый по отдельности. При замере длины талии по спинке можно сразу провести замер, отметив расстояние от точки основания шеи до верхнего края полоски под рукой. И вот при замере ДТС длины талии по спинке можно сразу провести замер, отметив расстояние до верхнего края полоски под рукой. Причем от этой вертикали замера ДТС расстояние до полоски ближе, чем расстояние от позвоночника. Можно от позвоночника легче ошибиться с замером. Меньше разных переходов рельефа по спинке придется обогнуть, чтобы сделать замер от линии ДТС, а не от позвоночника. То есть замер проще, корректнее. Рекомендую все-таки этот замер и дублировать расстоянием до этого края полоски верхнего от талии по боковому шву. Тогда не понадобятся никакие усредненные формулы, прибавки, расчета как ширины проймы, так и длины проймы. Потому что обычно, кроме проводимых замеров, многие еще используют формулы подсчета длины проймы по параметрам спинки с прибавками в несколько сантиметров, которые не особо объясняются. А сколько взять, это уже на ваше усмотрение. Проводя данные замеры, вы получаете точное значение вашего тела, фигуры, без каких-то примерных цифр. Итак, пройма – это 2 линии по вертикали и 2 по горизонтали. Верхняя горизонталь образована смыканием плечевой части полочки и спинки по плечевому шву. Боковые срезы образуют вертикальные линии проймы. Обычно плечо уже к руке от направления шеи, боковая часть. Потому линия верха получается без подплечников, подокатников, заостренной, зауженной. Всем ли нужна такая естественная линия? Мне, например, не очень нравится. Если даже не использовать дополнительные средства, то можно этот контур
округлить. Небольшое расстояние от плечевого среза, 1,5 см в каждую сторону, идет по прямой линии. Боковые линии вертикальные. Чем меньше объем изделия и ближе к телу, тем округлее срезы. Меньше общая длина проймы. Переход от верхней горизонтали к вертикали более угловатый, замкнутый. Есть еще горизонтальная нижняя линия. Ширина грудной клетки шире на данном участке. Ширина проймы самая большая на этом участке. Переход к вертикалям также плавно округлый. Строение тела предполагает примыкание руки к телу в точке по спинке выше, чем спереди, что соответствует расположению контрольных точек на чертеже проймы и оката рукава. Лопатка, мышцы требуют дополнительные ткани, чтобы быть закрытыми. Поэтому угол проймы, округлость, она выше, чтобы дать больше ткани, чтобы закрыть движение мышц. Вертикальные срезы проходят по линиям ширины спины и груди. При моделировании данную черту, вертикаль, по спинке и по переду не заходит, иначе будет уменьшен параметр ширины спины и ширины груди. Изделие станет узким, затруднено будет движение. Также по прямой срезы не проводят, чтобы снять натяжение между крайними точками, чтобы максимально близко пройти вокруг тела руки. Ширина груди плюс ширина спины плюс ширина проймы со свободой облегания, распределенной между ними в определенном процентном соотношении, дают общую ширину сетки чертежа. Так как растягивание мышц выходит за ширину спины, то в узких изделиях свобода облегания в большей степени, 60-80%, чем уже, тем больше, идет к пройме. В связи с тем, что фигуры бывают как более округлыми, так и более уплощенными сбоку, то расчет бывает примерным в формулах, поэтому считаю его нецелесообразным. Минимальной является ширина проймы, замеренная по расстоянию, например, под полосой плотного картона, линейки между точками примыкания руки к телу, плюс нужная свобода к пройме для возможности дыхания, движения. Построение контура линии проймы. Плечи, окончание шва с конечной плечевой точкой бывают разными по ширине относительно более нижней части грудной клетки. Такие же, уже, шире. Расположение конечных точек плеча относительно вертикали проймы бывает как на ней, для узких плеч точка расположена в сторону центра спинки, для более широких за линию вертикали проймы в сторону ширины проймы. Как по переду, так соответственно и по спинке. В зависимости от того, нужно эту разницу между стандартными плечами, когда конечная точка расположена на линии вертикали проймы, когда плечи смотрятся ровными. В зависимости от этого, нужно ли разницу подчеркивать, если она есть, или прикрыть, по-разному проводится верхняя горизонтальная линия проймы. Например, вариант, когда плечи нормальные, не широкие, не узкие. Окончание плечевого ската по ширине на уровне грудной клетки. Верхняя линия проймы выходит за пределы ограничения по ширине как у спинки, так и у переда. Связано это с наличием выточек, посадки на плечевых срезах. В широких и узких плечах поступать нужно по ситуации подчеркивания или скрытия разницы, укорачивая или удлиняя окат рукава, плечевой шов, добавляя подплечники, выбирая декорирование формы рукава. Например, для широких можно укоротить плечевой шов и сделать объемный рукав. Про это было в ролике о плечах. Перенос плеча ближе к спинке или полочке не одинаков по годам, потому в разные периоды можно увидеть разные чертежи с разными рекомендациями высоты расположения окончаний линий переда, спинки. Потому ответ на вопрос о плече, почему присутствует округлость, а не просто перпендикулярные горизонтальные и вертикальные линии, почему вертикаль и горизонталь сходятся по округлой линии, причем еще и под разными углами. Окружность нужна в том числе для уменьшения объема от широкой части спины к более зауженной части по плечу. Если линия прямая от ширины к концу плеча, загнутая на теле, она даст более короткое расстояние, так как линия под углом, а круглая линия длиннее. Но для некоторых фигур, если есть спрямленные плечи, провалы, прогибы в рельефе у плеча, может быть, нужно именно на этом расстоянии, каком-то небольшом, более приближенное положение ткани к телу, особенно для вариантов плечевых изделий без рукавов. Тогда спрямленная линия будет короче. Ткань идет параллельнее, спокойнее.
Например, плечи отведены назад, шире, спрямленнее. Прямая линия расширит участок, приблизит ткань к контуру тела. На высоту плеч это не должно сказаться. За высоту отвечает высоты плеча косой по спинке и по переду. Удлинение вертикали среза округлой линии при общем наклоне незначительно. Также вопрос и с передней частью. Есть разные рекомендации по закруглению верхней части. Например, от центра расстояния между концами плеча и контрольной точкой по перпендикуляру внутрь отложить около 1 см, поставить точку, через которую проводит плавную линию. Я думаю, надо видеть контур плеча. Именно взгляд на фигуру даст наиболее четкое понимание рельефа линии. Насколько верхняя часть проймы уже, чем нижняя. Более вертикальные линии. Под наклоном идут. Какой рельеф, который только что обсуждали. Надо ли где-то подсутюжить, подрастянуть, прибрать. Кроме выточек, которые берутся из одной точки самым большим широким срезом, участком. Есть еще какие-то мелкие участки, где могут быть провалы рельефов. Они идут не до самой выпуклой части, они могут располагаться именно у среза проймы. У всех разное тело, разные жировые отложения под кожей, разное развитие мышц, асимметрия. И именно в каких-то точечных, небольших по длине участках, может быть, нужно как растянуть, увеличить длину среза проймы, так и наоборот, подсутюжить, утюгом именно уменьшить расстояние между нитями для более плотного прилегания в этом участке. Либо мелко-мелко очень присобрать на нитку, чтобы не было объема, но и не открывалось лишнее. Только взгляд на фигуру даст более полное, корректное, красивое отражение линии на чертеже. Ткань, она не создает сама никаких рельефов. Когда втачен рукав, то изделие может быть очень заостренным вверху, если соблюдался контур тела. Сама ткань, она просто облегает то, что есть. Мы чаще всего хотим видеть определенную округлость вверху рукава. Пускай она будет не настолько широкая, как внизу, но все-таки некоторая округлость, а не заостренность к верхней точке по окату рукава. Хочется именно округлость некоторую видеть, овальность. И поэтому, насколько угол плеч, наклон, каков рельеф, видно только вам. Ткань облегает, но шов от самого изделия, припуска, втаченного рукава создает определенную конструктивную жесткость. Еще зависит, куда направлен у рукава припуск. Он тоже может дать дополнительное некоторое наполнение там, где его не хватает в зауженной части. Он может придать и жесткость определенную. Ну и, конечно, подплечники тоже, наплечники, кто как называет, играют роль. И вот попытка создать именно нужный вам рельеф, она будет гораздо продуктивнее, чем просто следование контурам, формулам, которые даются в тех или иных пособиях. Любая базовая выкройка – это построение на индивидуальную фигуру, отлично от того, которое дается для усредненных среднестатистических моделей. Если вам нужно усредненное по формулам, то это, конечно, одно дело. Но красота индивидуального изделия заключается в возможности видеть собственные параметры фигуры, и поэтому нет необходимости даже применять эти формулы. Можно легко все по замерам сделать. Это и проще, ничего запоминать не надо, и предполагать, какие 1-2 см добавить, также не нужно. Исключительно собственные замеры, чувства вкуса и того, что сейчас должно быть сотворено. Поэтому вырезать линию на любом участке можно на примерке, но лишнее углубление уже не вернешь. Для подстраховки контура линии между двумя точками, положение которых известно по замерам, это я про контрольные точки, можно провести замер участка верхней части проймы от контрольной точки через окончание плеча до другой контрольной точки, замерить расстояние и отложить его на чертеже, например, с помощью мягкого сантиметра, равномерно скругляя. Если есть некоторые предполагаемые точки, то округлость линии ляжет только вот как она может быть, потому что длина какая есть, такая и есть. Если не создавать заостренных углов, заломов, а попытаться равномерно округлить эту линию по замеру, то она ляжет так, как должна. Округлость нижних линий можно провести 3 способами, но они дают очень схожие результаты. Самым простым, мне кажется, и логичным
метод радиусов. Он довольно известный и популярный. Уже очень много десятков лет. Чем шире пройма получается, тем выше контрольная точка и выше линия, через которую проходит округлость. Итак, 60% это спинка, 40% это полочка. Ширина проймы делится на 60 и, соответственно, 40%. От точки деления вверх возводится перпендикуляр. На ней откладывается это же расстояние 60 и 40% ширины проймы. Из каждой из этих точек, то есть на одной линии, две точки. 60% большее расстояние идет к спинке, и из этой точки, как из центра, в направлении спинки проводится окружность этим же расстоянием, равным 60%. Точно так же поступать надо и 40% для переда. По вертикали на расстоянии 40% проводится радиус в сторону переда, как из центра, расстоянием 40% ширины проймы. Будет округлость. Внизу она касается основанием ширины проймы, с боков границ проймы. Внизу в углах округлые очертания, без построения биссектрис, примерных каких-то общих высот, откладывания примерных чисел. Чем шире пройма, тем больше числа. И эти числа завязаны исключительно с вашей шириной проймы. Второй вариант более примерный, но на практике для меня разница оказывается около 2 мм по цифрам. Ширину проймы надо разделить на 2 и плюс 1 см. Получается примерно то же самое, как и 60% и 40%. То есть половина проймы и добавляется сантиметр для спинки, а для переда, соответственно, оставшаяся часть. Ширина проймы минус то число, которое пошло на ширину спинки. Получается, также чертятся тем же способом два радиуса. Третьим вариантом я назвала на самом деле большое количество разнообразных формул, которые можно встретить в специализированной литературе, и там расчеты идут абсолютно по-разному. Я не хочу их приводить, каждый для себя может найти какой-то свой вариант, но я ими пользовалась только для проверки, интересны ли они, насколько они точны. Мне не понравилось именно необоснованностью и примерностью, поэтому даже перечислять их не буду. Получается, что пройма — это две вертикальные, две горизонтальные линии, которые можно построить исключительно по параметрам фигуры, по замерам. Контрольные точки также можно, если необходимо, высоту контрольных точек, расположение на вертикалях можно также замерить. Возможно, у вас асимметрия, возможно, какие-то свои, зависящие от объемов, особенности. По замерам варианты построения самые надежные и самые быстрые в данном случае. Линия проймы для базового изделия снимается не по самому верхнему положению. Даже если начертили по самому-самому базовому положению, как она есть на теле, необходимо учитывать, что когда мы поднимаем руку для того, чтобы, например, подложить под руку полоску картона, линейки для замера, мышцы приподнимаются. И, опуская руку, мы можем получить тесноту. Линейка, картон будут упираться прямо в подмышку. Лучше их чуть-чуть снизить. И прикладывать лишь чуть-чуть, приподнимая руку. Для изделий не стоит делать в ноль эту линию, потому что если сзади по спинке линия проймы будет прям совсем облегать руку, и шов будет, например, без рукава с обтачкой внутренней, то это достаточно жесткий, нерастяжимый шов. Если не о трикотажном изделии идет речь, он все равно при движениях руки будет впиваться. Поэтому для легких изделий где-то до сантиметра на сантиметр спускается по вертикали линия глубины проймы, и от нее уже, как от базы, строится линия. Для тонких платьев можно спокойно сделать сантиметр, немного, но и ничего не мешает. Соответственно, для более плотных тканей надо учитывать толщину тканей, толщину швов. Возможно, нужно будет снизить. Легче это увидеть на примерке, выкроить лишнее можно потом. Соответственно, для последующих слоев одежды, пиджаков, пальто, линия должна быть еще углублена для того, чтобы помещались все ниже лежащие слои одежды. Желательно даже для первой примерки во время утюжки изделия пройму изначально укрепить, потому что эти места, особенно округлые срезы по диагонали, очень поддаются сильно растяжению, деформируются и удлиняется, соответственно, срез. Все мы, когда строим какое-то изделие, очень хотим какой-то обдуманный в голове образ. И вот понимание того, каким должен быть срез проймы в верхней половине, наиболее важен, потому что для тонких кофточек, например, трикотажных, может быть более узким этот верхний срез, более естественным. Там к форме меньше требований, а ко всем остальным изделиям требований внешнего вида именно по форме все-таки больше.
например, даже из-за выточек. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, красивее выглядит, когда пройма у классического вточного рукава и сам рукав выглядят более равномерными по ширине, как вверху, так и внизу. Исключительно положением ткани на теле этого не добиться, будет явное заужение. Поэтому и нужно продумать, какая фигура, как должен проходить срез проймы, насколько отступать, в каком месте, чтобы создался желанный образ. Так что это, пожалуй, наиболее сложная часть при построении проймы, а не само ее построение. Увидеть линию и понять, соответствует ли она желаемому, это самое сложное. Как всегда, понять, что же хочется шить, как это должно выглядеть. Надеюсь, теперь запоминать здесь нечего, никаких формул, все можно просто понять. Кнопочка одобрения и подписки также приветствуется, чтобы я понимала, нравится ли вам то, что я делаю. До скорых новых встреч!